За тобой же наблюдают и смотрят: а, так, мама какая-то неадекватная, какая-то она расстроенная, мама много плачет, мама разговаривает по-русски с ребенком. Все, сразу запрет. Сейчас приехали полицаи, забирают, короче. Мать не смогла сделать такой омлет, который бы дочь нашла удовлетворительным. И она слишком резала толстые куски хлеба. Мать склонна к депрессии, ей достаточно одного ребенка в семье. Но уже отобрали третьего ребенка за март месяц, получается. И в итоге отца решают лишить отцовства. За 4000 евро купил себе пистолет. Он говорит: подождите меня. Идет в машину, берет пистолет, приходит и расстреливает 6 сотрудников Югентамта. Врач тогда вынес решение, что родители тушили окурки на ребенке, и ребенка изъяли у них. И отдали в приемную семью немецкую. Дорогие друзья, всем привет! Я рад приветствовать вас на нашем YouTube-канале «Жить в России». Мы семья переселенцев. В нашей жизни мы 17 лет прожили в Германии. Уезжали туда из Казахстана с нашими родителями. Я и моя жена также с родителями уезжала. Уезжали туда подростками. Уезжали в 90-е. Я в 95-м году, Катя уехала, жена моя, в 94-м году туда. Прожили там 17 лет. Надеюсь, меня хорошо слышно. Ветер сегодня как-то и дует сегодня. Но надеюсь, меня будет хорошо слышно и не сильно будет меня ветер лохматить. На нашем канале мы показываем жизнь нашу в России после того, как мы переехали. Были интересующиеся люди, как вы там устроились, и, в общем-то, понеслось. Начали снимать об этом. И так канал наш вырос до тех размеров, которые он сегодня занимает в YouTube-пространстве. Друзья, вы видели на нашем канале встречи с разными переселенцами, у которых были проблемы в Германии с ювенальной юстицией, или, как в Германии он называется, Югентамт. Сегодня полным-полно таких роликов, но когда мы начали освещать эту проблему у нас на канале, люди в это не верили часто. И часто писали критику в наш адрес, что вы все врете, мы здесь 30 лет, такого не видели, не слышали. Вы знаете, я в своей жизни никогда не был в Африке, я ее не видел. И вообще, я думаю, ее не существует. Это выдумали люди. Я же ее никогда не видел. Ну, примерно так звучат эти аргументы. Я никогда не видел, не слышал, чтобы забирали детей. Из нормальных семей тем более. Эти люди очень недальнозоркие, мало чем интересуются. И очень сложно что-то им доказывать, и смысла доказывать нет. Это я уже понял. Такие люди все равно не поверят, даже если им кто-то расскажет. Сейчас приехали полицаи, забирают, короче. Я снимаю сейчас последний раз, потому что у нас собраны вещи. Вот Маша, вот полицай. Детей я своих потеряла 6 месяцев назад. Они лили ему в глаза шампунь, они его плевали, они снимали с него штаны и что-то пихали в попу. На маленький городок, там сколько там, не знаю, населения, 30 тысяч, они говорят у них, или 50, но уже отобрали третьего ребенка за март месяц, получается. В Европе тоталитарная система защиты детей. Мать не смогла сделать такой омлет, который бы дочь нашла удовлетворительным. И она слишком резала толстые куски хлеба. Дальше. Мать склонна к депрессии, ей достаточно одного ребенка в семье. Мать слишком малого роста, девочка с годами будет этого стесняться. У нас на канале была семья Гризбах, которым угрожал Югентамт, ювенальная юстиция, органы опеки. Они угрожали реально, хотели забрать у них 2 малышей. И им удалось сбежать с этими новорожденными малышами в Россию. Они много скитались, и до сих пор вопрос гражданства у них еще не решен. По причине, многие, кстати, спрашивали, по каким причинам. Причина простая, у них нет справки о несудимости. Без этой справки гражданство ты не получишь в России. Нужна справка о том, что ты не судим. А так как Андре помогал другим семьям, у которых забрали детей в Германии, он им помогал их возвращать в
вписывался, что называется, за них, то есть писал различные письма. Причем он писал эти письма настолько грамотно, юридически грамотно, с правильным таким языком, что удивлялись все, удивлялись правозащитники, удивлялись судьи. И в итоге стали угрожать уже ему самому, его внукам, и им пришлось бежать. Они из бывшего ГДР, им пришлось бежать, и они выбрали для этого Россию. Живут они в городе Малоярославец Калужской области. Wow, was ist das? Danke. Und wie deine Beste. Was ist das für ein Fuß? Привет. Я с Ханей хотела для вас сделать маленький видеоролик и хотела показать, что у нас интересного. И мы, Хана и я хотели вам показать курать и куры. Погнали? Давай. Подержи. Вот, вот где они сейчас живут, а потом вот тут курят. Они пока еще живут в теплице у нас. А вот и куры. Вот наши куры. 20 штук. Были цыплята, теперь куры. Да. Уже давай такие мы- большие. А давай мы сейчас покажем, как внутри. В курятнике. Вот, Вот это такой наш... маленький домик, очень прекрасно. Мы хотели тоже вот такой. Да, жаль, что это не для нас. Ага. Жаль, что для куры. Да, вот. Куры. А вот тут будет Маленькая дверь. Ага. И вот это домик. Да. И мы тоже хотели Вот для такой нас, домик. для нас и хотели еще маленький диван, и еще стул и все там. Ну да, чтобы у нас было все это прекрасно. Да, И свет будет еще. мы тоже хотели маленький домик. Прям вот такой. Мы хотели сейчас вам показать, где мы хотели строить наш Маленький домик. Вот здесь мы хотели строить наш маленький домик. Вот здесь. Да, прям вот тут. И если что-то останется от курятники, мы можем... Девушка сказала, что можно строить для нас домик. Маленький. Маленький домик. Мы раньше тоже там жили, поэтому ролики о них есть на нашем канале. В самом начале можете посмотреть. Чуть позже я показывал Катю Пахман, у которой тоже хотели забрать ее дочь Лизу. Ну, насчет пусть не переживает, потому что здесь достаточно можно найти своих единомышленников, ну а главное просто держаться и не раскисать. Лиза молодец. Но Катя поступила мудро, она просто взяла свою дочь и сбежала из Германии. Причем очень переживала, боялась, она рассказывала, насколько это было страшно находиться в аэропорту, когда нет каникул и ребенка вывести из Германии нельзя. Ну, то есть как, сейчас время учебы, и нельзя вывозить ребенка. Нужна справка. Какую-то вроде бы справку она делала, я уже не помню. Посмотрите старые видео. Есть 2 видео, где она рассказывает, и есть более поздние видео, где мы общались с ней уже по WhatsApp, по видеосвязи. Немного позже у нас была ситуация, где нам позвонили люди из Германии, молодая семья, фамилия которых Диков. Да, сначала мы даже не раскрывали их фамилию настоящую. И они приехали сюда, они буквально бежали, еще тогда была граница открыта через Украину. Они здесь через Харьковскую область проехали. Погранпереход Нехотеевка был открыт. Мы их там встречали, вы, наверное, видели эти ролики. Ну, то есть самое главное, дети в России, дети спасены, дети в безопасности, родители тоже здесь. Голодные? Голодные, да. Все, сейчас дома перекус. Да.
Все, Лена сказала, уже к нам приедет, будет здесь жить, да? Да, хочу. Всё. Мне пижаму подарили, маме. Это мне. Помните ту историю, когда мы сначала смогли встретить дедушку с 3 внуками, 3, по-моему, или 4. Мы приютили на пару дней их у нас, потом было решено отправить их дальше. В общем, они отправились в другую область оформлять документы. Там у них что-то не сложилось, и они решили, вы тогда собирали для них помощь материальную. Все эти деньги были им отправлены. На эти деньги они купили себе стройматериалы в Алтайском крае. Переехали туда, и, насколько я знаю, они там живут. Только дедушка с бабушкой, они вернулись назад в Германию, потому что у них там пенсия, все такое, они вернулись назад. То есть в эту семью также влазил Югентамт. И по причине того, что у папы были частые головные боли, мигрени, он часто закрывался просто в своей комнате, ему нужно было быть в тишине, и это показалось социальным работникам странным. Они решили забрать ребенка, вернее, лишить родительских прав отца. Он начал возмущаться, они сказали, что вот, все, правильно мы думали, вы агрессивный. Ну и, в общем-то, они решили вовремя сбежать, мы с ними переписывались. Я просто не знал, что они поедут именно сюда, я думал, они поедут со стороны Москвы, там будут въезжать через Латвию, Литву, то есть. Но они заезжали, да, с этой стороны, как я уже сказал. Несмотря на все эти истории, я не специализируюсь на своем канале на каких-то историях. Есть у нас истории, да, переселенцев, желающих переехать, и просто людей, которые были здесь в отпуске. Отбой ракетной опасности. Но что-то, смотрю, дождик моросить начинает. Дай бог, чтобы не было дождя, чтобы мне это видео дозаписать до конца нормально. На чем я остановился? Да, на нашем канале есть разные истории разных людей, которые сейчас живут за рубежом или которые уже переехали сюда, в Россию. Вы можете полистать, если вы впервые на нашем канале, подпишитесь на него, чтобы не терять, и вам периодически YouTube будет подкидывать наши видео старые. Или заходите на сам канал и смотрите из того плейлиста, который вам понравится, значит, видео на свой вкус. Есть несколько каналов переселенцев, переехавших из Германии в Россию. Несмотря на все это, есть скептики, которые говорят, нет, я здесь 30 лет, 40, 50, 60, и я такого не видел, не слышал, ничего не вижу, ничего не знаю. Я вам говорю, я никогда не видел Африку. Я думаю, что она не существует. Почему? Главный критерий, я ее не видел. И вот сегодня еще одна такая история, друзья, которая произошла в этом месяце. Произошла она в Германии, как ни странно. Семья, жена немка, муж турок. Рождается у них ребенок. Ребенок спит вместе с ними, и однажды отец, нечаянно поворачиваясь во сне на другой бок, стукнул ребенка, стукнулся с ним лбами. Они стукнулись лбами. После этого все началось. Жестокое обращение с детьми и так далее. И, в общем-то, они наняли адвокатов, пытались как-то это все решить. Позже полиция передала это дело в организацию по делам, по защите детей, прав детей. Это Югентамт, проще сказать. Югентамт занялся этой семьей, и, естественно, это хорошая добыча. Ребенка не нужно выхаживать, не нужно рожать, уже готовый, его можно забрать. Это хороший товар, который можно также продать. Дети метисы, красивые, это хороший товар. Для них это товар, это не человек. Итак, Югентамт выносит, как всегда, несправедливое решение о том, что отец агрессивный, что он плохо ведет себя по отношению к его ребенку. И в итоге отца решают лишить отцовства. Но, как вы понимаете, они не на того нарвались. И если, скажем, немец там, или даже наш русский немец, он промолчал, переболел бы как-то там, да, я знаю, я вам рассказывал уже о случае, когда забрали 10 детей у людей, они сбежали в Канаду, и там их нашли, и там у них забрали 10 детей, когда муж повесился после этого, а мама сошла с ума просто после этого всего, когда забрали и детей, и муж повесился, она сошла с ума. Есть такие, конечно, случаи, но в данном случае отец не захотел лезть в петлю, он просто поехал в Берлин, за 4000 евро купил себе пистолет, магазин с патронами, может не один магазин, я не знаю, отдал 4000 евро. И в ходе очередного разбирательства, когда были очередные наезды на отца, и ему заявили о том, что
его будут лишать родительских прав. Он говорит: подождите меня. Идет в машину, берет пистолет, приходит и расстреливает 6 сотрудников Югентамта. Из них 4 женщины и 2 мужчины. Он их застрелил, его, естественно, задержали, там, по-моему, в течение 12 минут уже его задержали. Ну и теперь ему грозит пожизненное заключение. Вот такая вот судьба у человека. А все почему? Да потому что вот такой вот просто случай, дело случая. И все. Вот так работает эта организация, друзья. Так, я смотрю, дождик начинается. Мне это не нравится. Очень многие семьи сталкиваются с этой страшной организацией, особенно семьи, которые неподготовленные, которые приехали только что туда, в Германию, скажем. Это в основном, зачастую это семьи беженцев с Украины, которые приехали, они просто не знают, как себя вести. И если те люди, которые там уже живут по 30 лет, они знают, что, скажем, здесь нужно промолчать, здесь нужно ничего не говорить. Если дети, например, идут в бассейн, переодеваются мальчики с девочками все вместе в одной раздевалке, то нужно промолчать, возникать нельзя, потому что иначе ты плохой родитель, у тебя детей заберут. Когда детям твоим преподносят гендерную политику о том, что существует, по-моему, 23 пола или сколько у них там. Мы еще там жили в Германии, я помню, мы читали в газете, когда бабушка там обвенчалась с деревом. Она говорит: я всю жизнь жила с этим деревом, и я хотела бы, значит, обвенчаться, там, по-моему, пожениться, в общем. Их обвенчал, там какой-то нашелся псевдопастор, я не знаю, кто это. А потом позже, уже через несколько лет, мы читали, что какая-то бабуля там или женщина вышла замуж за псину свою, за собаку. В общем, скотоложество и вот такое непотребство. Все это очень развито сегодня в современном западном мире. Но людям, которые иначе думают, нужно молчать. То есть ты просто не должен возникать против системы. Тогда ты хороший родитель, лояльный. Многие русские немцы это понимают и просто потихонечку собирают документы и уезжают. Они особенно это не афишируют. Поэтому говорят: ну вот не так-то много уезжает людей. Просто не так много людей хотят об этом говорить, опасаясь, что у них просто заберут детей. Всегда есть, конечно, человеческий фактор. У нас вот сейчас недавно семья, которая недавно переехала, они ездили в Германию. Им нужно было сделать там кое-какие дела там с машиной. Поехали в Германию, с ними поехала их дочь. И дочь несовершеннолетняя, и даже она ходила там в ту немецкую школу. И, в принципе, учителя отнеслись адекватно, никто не позвонил в Югентамт, никто не позвонил в полицию о том, что вот несправедливость, эту девочку вывезли. Вот, то есть, в принципе, человеческий фактор. Кто-то мог бы сказать: так, стоп, это значит, подожди, ты что, в России, да там же, ну, вы знаете, что, да, я сейчас не буду говорить, диктатура и все такое. И, естественно, жить там опасно, страшно, и ребенку не дозволено. Также земли разные в Германии, да, и по-разному есть какие-то законы, которые в определенных землях более строго, скажем, к исполнению принимаются. Есть какие-то земли, где более мягко это все делается. Вот. Но Северная Рейн-Вестфалия, земля, в которой мы жили, там прям жестко с этим делом. И я до сих пор жалею, что мы не привезли те трактаты, которые там лежали, когда мы с Наташей маленькой пришли. Дошкольный тест, или как он называется. В общем, с дошкаленком приходишь, и его проверяют на уровень его интеллекта, скажем, да. Я вам рассказывал эту историю, когда... Петька, не мешай. Когда вот эта женщина, которая проверяла, да, педагог так называемый, когда она узнала, что наша Наташа может читать, это чуть не сработало в сторону изъятия ребенка из семьи, потому что она расценила это как насилие в семье. И хорошо Катя нашлась в данный момент. Я вообще растерялся. Я впервые растерялся, знаете, поддался панике. Вот. Катя сказала, что да нет, мы ее не учим, это она выучила все со своей старшей сестренкой. Она просто с ней вот в такой вот игровой форме
а благодаря играм, которые там, муж привез из России, она просто вот, там играла с ней, выучила и научилась читать. И тогда у той пыл утих, а то она прямо вскипела, она настолько разозлилась. Ее, во-первых, разозлило то, что я не просто ребенка посадил, и его бы расспрашивали, там, что ты умеешь, покажи, туда-сюда. А я взял Наташу, она маленькая, там 4 годика, и сколько там, 5 годиков было. Я посадил ее на коленку, так вот ее держу, ее, и мы с ней вместе смотрим, та спрашивает, а я ей там перевожу, если она что-то не поймет. Вот. И, в принципе, ей это не понравилось уже, потому что папа берет девочку, садит на колени. Понимаете, у них какое мышление. Поэтому, друзья мои, идет дождь, и мне это не нравится. Давайте, может быть, как-то надо слинять, что ли, отсюда. Эй, дождик, кто тебя звал, кто тебя ждал. Короче, ухожу я от дождя. Я встану сейчас здесь, туточки. Что ж, друзья, я встал тут под шелковицей. Посмотрите, какие ягодки. Мы их не едим. Мы их не едим, ребята, потому что, ну, не знаю, они просто сладкие, мне не нравятся. Просто сладкие. Курочкам кидаю. Эти все съедят. Ну что ж, друзья, да, человек расстрелял 6 сотрудников. Они лишились жизни, пошли в свое место. Теперь им предстоит ответить за свои дела, конечно. Вот такая история, друзья. То есть, представляете себе, да, человек просто доведенный до отчаяния пришел, расстрелял этих сотрудников и решил сесть. Он понимал, что его самого могут застрелить, он понимал, что в лучшем случае его посадят на пожизненное, и никуда он не денется, и никогда он не выйдет. Он понимал это все, но тем не менее, он просто не захотел оставить все так, как было. И он решил отомстить за эту несправедливость. Я думаю, что теперь будут приняты какие-нибудь законы, ужесточающие встречу вот таких вот опасных для детей родителей. Наверное, от этого лучше не станет, будет только хуже. Хуже будет для тех людей, которые столкнуться с этой системой. И если раньше я вам рассказывал, да, когда мы только, мы жили там пару лет в Германии, может быть, года 3, там, 4 мы жили в Германии, и я вам рассказывал про статью, которую писали в русской газете в Германии, когда родители просто выкрали забранного у них ребенка, там тоже ложные обвинения были. Ребенок болел краснухой, по-моему, или какая там болезнь, когда красные пятна такие вот. Врач тогда вынес решение, что родители тушили окурки на ребенке, и ребенка изъяли у них. И отдали в приемную семью немецкую, и разрешили великодушно с этим ребенком иногда встречаться. Родители поступили правильно, он у них был еще вписан в киргизский паспорт, и по этому паспорту они были его родителями. Им разрешали великодушно, как я уже сказал, гулять, по-моему, раз в неделю приезжать. По-моему, это была девочка, дочка. Так вот, они приезжали, чтобы встретиться с ней и погулять в зоне видимости этого дома, этих новых родителей. Но папа ждал в такси, мама гуляла в зоне видимости, потом быстро исчезает из этой зоны видимости. Они садятся в такси и едут в аэропорт города Ганновер. Там был куплен билет, и они улетают в Бишкек. Улетели, выкрали своего же ребенка, представляете себе. Спасли его. Немножко наивными они были, они очень молодые были тогда. Они пошли к врачу, и врач сделал заключение, что это, по-моему, ветрянка или краснуха, я не помню, что за болезнь, когда красные пятнышки такие бывают, как волдырики на теле. Они сделали обследование, да, взяли справку у врача, отправили это в Германию. Значит, их тетя, которая тогда им все переводила, за них там, а там суды были, там уже психические расстройства были у мамы, потому что, забрали дочь, представляете, это просто... Слов нет, ладно, не буду комментировать, сами все понимаете. И, в общем, маме было очень тяжело и плохо, и она была
в ужаснейшем состоянии, а за тобой же наблюдают и смотрят, так, мама какая-то неадекватная, какая-то она расстроенная, мама много плачет, мама разговаривает по-русски с ребенком, все, сразу запрет. Вот, понимаете, там делали скидку тогда еще, это в те годы, что типа, ну да, ты ж не можешь говорить по-немецки, ладно, разрешали говорить по-русски. Но факт в том, что забрали ребенка, они его выкрали, улетели в Бишкек, сделали справку, отправили своей тете. Тетя понесла эту справку в Югендамт, показала им, вот посмотрите. Естественно, что они сделали с этой справкой? Догадайтесь с первого раза. Понятно, что не нужна им это была справка, это бизнес. Бизнес на продаже детей. Поэтому, друзья, если вот меня как-то спрашивали, как-то мне семья одна писала, спрашивали, вот у нас проблемы, там за ребенка взялись органы опеки, и что нам делать? Я говорю, бегите, пока не поздно, пока не забрали, бегите. Они говорят, а как же, у нас ни денег, ничего нет, ни дома, тут все мебель, тут съемная квартира, мебель, там, ну, то есть там шмотки какие-то, все такое. Как же мы уедем без этого всего и вообще приедем, ну, с голым задом, извините за выражение. Я сказал, это ваш выбор. Но понимаете, да, вот так вот. То есть, ну, такие проблемы есть, и у многих они есть. Еще один случай, о котором я не рассказывал, это семья, они сейчас живут здесь, в России. Мы в контакте с этой девушкой, ее зовут Наталья. Наташа, если вы смотрите, большой вам привет из Белгорода. Муж у нее коренной немец, у них забрали ребенка, и они его выкрали также. Выкрали и сбежали в Россию. Нормальный, счастливый ребенок, растет, учится, все прекрасно. Семья целая, все вместе. И нам пишут, да в России такой же Югендамт и та же система. Не врите, пожалуйста. Не надо лгать. В России нет системы ювенальной юстиции. Она здесь просто не приживется. Пробовали ее нам пропихнуть когда-то. При Ельцине, по-моему, еще пытались. Или когда это было. Пробовали. Она не прижилась. Там такие демонстрации были. Родители вышли, такой протест устроили, что ничего это не прошло. Возможно, попытки будут, но в русском менталитете, в российском менталитете это никогда не приживется. Кто говорил? Кто-то же говорил, по-моему, типа возьмите вот эту вот радужную политику и съездите с ней в Чечню. Попробуйте рассказать в Чечне о том, что, может быть, твой сын это девочка, а может быть, твоя девочка это может быть мальчик внутри в душе. Вы просто съездите в Чечню и попробуйте там это преподнести, рассказать. Все, ничего не надо больше объяснять. И не только в Чечню. Россия многонациональная страна, сюда едут люди разных национальностей, находят здесь свой дом. Я рад, что мы переехали в Россию. Мы уже здесь 15 лет живем. Мы просто счастливы, друзья. Мы просто счастливы. Да, вы слышали, да, там ракетная опасность. Это Белгородская область. Есть, прилетают дроны. Есть даже погибшие. Есть, они влетают где-то в дома, где-то в машины влетают. Вы все это знаете из новостей. Бьют по подстанциям. Все это есть. Но это не умаляет ценности нашей страны и того факта, что мне и моим детям здесь хорошо. Кто-то спрашивал, на кого дети учатся. Есть ролик на нашем канале, где мои дети об этом рассказывали. Хочу вас всех пригласить, друзья, на наш телеграм-канал или Макс, у кого что работает. Проходите, подписывайтесь. Ежедневная жизнь, ежедневные какие-то моменты, которыми мы делимся там. Я думаю, будет вам интересно. Спасибо вам за просмотр. Всего вам доброго, мирного неба, где бы вы ни жили. Пока-пока. Я вам рассказывал эту историю, когда... Петька, не мешай.